примеру, Let me человек у reformulate меня it. украл что-то, какую-то вещь. Let's say someone stole something from me, something. Yeah. Вот мы стремимся к тому, чтобы в душе я почувствовала там любовь к этому человеку, да, то есть я не стала его осуждать, я просто как приняла это событие. So now we're talking about me to feel some kind of love towards that person, not judging him, but feel love in Sorry. general. Start So, that. so now we're talking about that. Okay. That I have to feel love. I have to change my attitude towards the situation. That's what we're discussing Okay. so Но far. если я не скажу этому человеку, что он поступил плохо или как-то не отреагирую, он не изменится, то есть он будет продолжать воровать, он будет продолжать там убивать. But unless I tell that person that he did wrong, he won't really change. He'll still steal, he'll still kill, etc. Возможно, должна быть двоякая реакция на ситуацию. Внутри принятие и снаружи какие-то активные действия для того, чтобы сделать этого человека лучше. Perhaps our reaction must be twofold. From inner side, we have to change our perspective or view on the situation. From the other hand, we have to tell the person to help him change. Yeah, that's a good observation. And I would answer by saying it depends on your relationship with that person. Да, это хорошее наблюдение. А себя я бы добавила, что это также зависит от того, какие именно отношения связывают вас с этим человеком. We're generally encouraged to focus on our own duty, to try to correct our own self and to fulfill the requirements of our own duties. В целом нам советуют сосредоточиться на себе, сосредоточиться на том, чтобы стать лучше в исполнении своих собственных обязанностей. And the way that it works is that if we can properly fulfill all of our current level of duties, then our sphere of influence will naturally increase. И как это дальше работает? Если мы будем успешны в исполнении своего круга обязанностей в настоящее время, то сфера нашего влияния также будет расти. So we will, according to the circumstance, then we will need to honestly look at ourselves and say, is it my duty to correct that person in this case? Поэтому в каждом конкретном случае нам следует рассматривать так. А действительно ли это мой долг сейчас сказать этому человеку, что он должен исправиться именно в этом конкретном случае? There's one story we heard from Srila Sridhar Maharaj of a boy who was raised by his auntie. Мы слышали историю от нашего гуру Шридхара Махараджа, что однажды одного мальчика взрастила, воспитала его тетя. This is included in some stories of India. Это одна из историй Индии. And this aunt, she was very, very liberal, and she spoiled her nephew. И эта тетушка была очень щедра в своем обращении с ребенком и в итоге разбаловала его. And he had a wild nature. Он был необуздан по своей природе. He was always getting into trouble, doing things wrong, but she would never correct him. She would just give him affection, love. Он вечно ввязывался в неприятности, вечно творил какие-то проблемы, но она никогда не перечила ему и не останавливала его. Она, напротив, проявляла только любовь и нежность к нему. And when he became older, he ended up becoming a murderer, and he was imprisoned. И когда он вырос, в итоге он стал убийцей и оказался в тюрьме. And then one day, the auntie, she went to visit her nephew in prison. И однажды эта тетя отправилась, чтобы навестить своего племянника в тюрьме. And at one point, he said something to her, and she couldn't hear it. So she put her ears through the bars. В какой-то момент он сказал ей что-то, чего она не могла расслышать, и чтобы расслышать лучше, она просунула свое ухо сквозь прутья решетки. And then that boy, he ripped her ear off, and he told her, "This is your fault, because you never corrected me when I was young." И тогда этот парень, он оторвал ей ухо и сказал ей: это все из-за тебя, это ты виновата, потому что ты никогда меня не поправляла. You know, you never gave me any discipline, any training, you just spoiled me, and now you see what's become of me. Ты меня не воспитывала, ты меня не научила правильно, ты меня не приучила к порядку, и посмотри, как ты меня разбаловала.
So I would just say we have to honestly assess every circumstance and ask ourselves, is this my duty? Or am I going to correct this person because I want to establish myself as being in a superior position? Sometimes it happens like that, right? И поэтому я скажу, что в каждом конкретном случае нам следует задуматься о том, а в самом ли деле это моя обязанность сейчас поправить этого человека, потому что иногда случается так, что мы пытаемся поправить кого-то только для того, чтобы продемонстрировать человеку, что мы выше его. Знаете же, в жизни часто так бывает. And we also have to consider, does that person have faith in me? And will they happily accept what I tell them? Or maybe not always so happily, but they're in a position where they need to take heed of my words. И также следует рассмотреть еще один момент. А верит ли этот человек в меня? Сумеет ли он с радостью принять мой совет? Ну, хорошо, пускай не с радостью, пускай и нехотя, но находится ли он в том положении, когда если я ему что-то скажу, то он это примет? Our Gurudev, he commented once that correction should come from a senior person to a junior person with the mood of affection. Гурудев однажды сказал, что исправление должно приходить в направлении от старшего к младшему в настроении любви. So we just have to honestly assess every circumstance, and sometimes it may be proper to correct that person with the feeling that this is our duty. I sincerely feel it is my duty to try to advise this person. Other times we may feel, well, I don't have such a relationship with that person. I don't think they're going to listen to me. Or even if I say something, if it comes from me, it may make it worse. Sometimes we may consider that I can tell somebody else and ask them to do something. Sometimes it's like that. Поэтому в каждом конкретном случае нам нужно честно рассмотреть ситуацию и понять, а если я скажу этому человеку, сумеет ли он это от меня принять? Достаточно ли близкие у нас с ним отношения, чтобы он всерьез отнесся к тому, что я скажу? Или в некоторых случаях может случиться даже так, что если я скажу какую-то правильную вещь человеку, это сделает все только хуже. Человек только рассердится и сделает наоборот. А иногда бывает даже так, что лучше, если я попрошу кого-то другого передать этому человеку какую-то вещь, и тогда от другого человека он сумеет это услышать. It is also told that if we see something wrong happen, then we have some responsibility actually. Ведь есть также и иное высказывание, что если мы видим, как совершилось что-то дурное, то мы отчасти за это ответственны. But we may not be the proper person to address it. Then we may consider who is the proper person. I can report to them and then I can consider my duty is done. I've done what I can do about this. Но нам следует также подумать, а в том ли мы положении, самый ли мы подходящий человек для того, чтобы поправить того, кто совершил что-то неправильно. Быть может, нам лучше сообщить об этом тому, кто на самом деле может исправить, и в этом случае наш долг будет исполнен. And beneath all of this, we do want to make sure our heart is clean of selfish or egotistical motives. Но самое главное, при всем при этом, мы хотим, чтобы наше сердце было чисто, было свободно от эгоистичных, от грязных мотивов. Our intention will always be in a clean way. I want to do good for myself and good for others. Наше намерение должно быть таково. Я хочу принести благо себе. Я хочу принести благо другим.